В горах Южного Алтая, в Восточно-Казахстанской области, расположено озеро Маркаколь. Оно раскинулось между двумя хребтами, в длину составляя 38, в ширину 19 километров. Редко кто может остаться равнодушным при виде картины лучезарной водной глади и живописных берегов, раскрывающихся перед ним. С высокогорных ледников берет начало наиболее крупный приток озера – река Тополевка. В среднем течении река полноводная и шумная. Ниже она разделяется на несколько рукавов, один из которых входит в озеро мощным потоком. Дорожа каждой капелькой, собирает Маркаколь еще около 50 горных рек и ручьев. Объем озера – 6,5 кубических километров чистой ультрапресной воды. С озера вытекает одна река Кальджир. Огромная сила реки будто раздвигает горы и создает непроходимые для рыб теснины и водопады. Это изолировало в геологическом прошлом рыб озера Маркаколь от популяций, обитающих ниже по руслу. И определило их своеобразие. Каждый из видов обладает комплексом неповторимых признаков. Но остановим внимание только на одном из видов. Символом озера Маркаколь является по праву ленок. Ленки распространены очень широко. Водятся в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены, Янцзы, Хуанхэ, Амура, занимая пространство Азии от гор Алтая до Тихоокеанского побережья и острова Сахалин. Маркакольская популяция ленка единственная в мире, имеющая численность в сотни тысяч особей. Этому способствовала богатая кормовая база озера из планктона, донных организмов, других видов рыб. Наличие больших нерестовых площадей также благоприятный фактор хорошего воспроизводства ленка в озере Маркаколь. Ленок относится к семейству лососевых рыб, для которых характерна нерестовая миграция вверх по рекам. Яркое проявление этого поведения наблюдается у ленка в озере Маркаколь. Но удивительно, что ленок не только поднимается во все притоки озера, но и спускается для нереста в верховье реки Кальджир. Весной, в конце апреля-начале мая, когда озеро и реки открываются ото льда, расцветают первоцветы, с гор бежит талая вода, начинается нерестовый ход ленка. К середине мая все впадающие в озеро Маркаколь реки и ручьи, исток реки Кальджир, заполнены рыбами. Нерест идет до конца июня.
В этот период у рыб проявляется брачный наряд. В воде самка светлая. Ложась то на один, то на другой бок, она биениями хвоста раздвигает песок и гравий на дне реки, готовя ложе для гнезда. Брачный костюм самцов отличается более темными цветами. Самцы дерутся друг с другом за право ухаживания за самками, и нерестилище похоже на турнирное поле. Но вскоре более крупному и сильному самцу удается занять доминирующую позицию самки, готовящей гнездо. Он становится чуть поодаль ниже по течению, охраняет и защищает самку. Сложилась нерестовая пара. Доминирующий самец продолжает отгонять от самки других самцов и более настойчив в ухаживании за ней. Она же более целенаправленно продолжает строить гнездо, выбивая ямку в грунте. Это продолжается около 1,5-2 часов. Возле самки постоянно крутятся несколько мелких самок, которым еще не хватает сил строить гнездо. К мелким самкам доминирующий самец почти безразличен, допуская их к предмету своего обожания, назовем ее теперь главной самке. Мелкие самки уделяют внимание главной самке, то и дело проплывая рядом, касаясь ее. Не безучастны и мелкие самцы. Они также стараются быть рядом с главной самкой, оказывая ей свои знаки ухаживания. Вот таким образом и сформировалась нерестовая группа. Эту группу скрепляет одно стремление – дать возможность главной самке достроить гнездо. Все члены группы относительно миролюбивы друг к другу, но смело отгоняют чужаков. Проходит еще час-полтора, наконец ямка в грунте выбита. Нерестовая пара удостоверяется, что гнездо для будущего потомства готово. И вот наступает кульминационный момент. Главная самка и самец-доминант начинают спаривание. Но мгновение спустя к главной самке устремляются все члены нерестовой группы. Вымет и оплодотворение икринок осуществляется всеми членами нерестовой группы. Этим обеспечивается большая эффективность нереста. После оплодотворения главная самка в течение часа засыпает гнездо и формирует нерестовый бугор. Самец-доминант в этот период продолжает ее охранять. Но как только бугор возведен, они покидают место нереста. Позже пришедшие рыбы используют существующий бугор, закладывая в обращенной к течению пологой его стороне свои гнезда. В результате на широких нерестилищах возникают большие до полуметра в высоту нерестовые бугры, в длину составляющие от 1 до 20 и в ширину до 1,5 метров.
Среди лососевых такие бугры свойственны только маркокольскому линку. Бугор защищает отложенную икру от ударов в потоке воды, поедания рыбами и от других неблагоприятных факторов. В буграх в течение 2-3 месяцев икринки превращаются в мальков. Но вначале внутри икринок идет поэтапное развитие зародыша. Деление клеток, обрастание клетками желтка, образование тканей, формирование тела, сердца и кровообращение будущей личинки. Появляется еще одно создание, еще очень хрупкое и зависимое. Приходит осень. Ветерок срывает пух с неприхотливых ив. Шелестит золотая листва, облетающая с деревьев. И листья, попадая на воду, уносятся течением или сверкающими слитками ложатся на дно. Сентябрь. В это время молоть линка, вышедшая из бугров к середине к концу лета, находится еще в реках. В прибрежье и в тихих заводях мальки дорастают до 7-8 сантиметров. С первыми холодами начинается массовая миграция молоди линка в озеро, где ждет их много пищи, но много и неблагоприятных факторов и врагов. Интересно, что если молоть линка с притоков скатывается в озеро, то с истока реки Кальджир молоть, напротив, поднимается вверх, преодолевая течение. Проходит 3-4 года, выжившие, достигшие половозрелости рыбы устремляются в свои родные реки, чтобы дать начало новой жизни. А какие опасности подстерегают маркокольского линка, мы расскажем во второй части картины.